Ненцы и ханты. Сходства и отличия коренных народов Севера. История заселения Сибири. Важно понимать, откуда и как появились народы Севера, кто был их прародителем, откуда взялись традиции, почему оленеводство и рыболовство – основные промыслы коренных народов Ямала. На все эти вопросы можно найти ответы, если обратиться к истории. Принято считать, что первыми жителями Сибири были самодийцы. Они облюбовали северную часть Сибири, где и поселились. Уже тогда самодийцы активно развивали оленеводство и занимались рыболовством. Благодаря этим занятиям представители этой народности получали важные жизненные знания, которые позволили им выжить в непростых климатических условиях Севера. Мы познакомимся с некоторыми коренными народами Ямала, а именно с ненцами и народом ханты. Они имеют множество различий, но в то же время и сходств. Вообще, коренные народы Севера отличаются особо консервативной традиционалистской культурой и характерным видом деятельности. Их образ жизни нацелен на включение в природную среду, в отличие от пришлых этносов, которые считают себя носителями динамичной и технологической культуры. Если верить статистике Всероссийской переписи населения, на Ямале проживают около 42 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Причем большая часть из них – ненцы – 72%. И только затем по численности идут ханты – 23%. Кочевой образ жизни ведут почти 17 тысяч человек. Прежде чем искать сходства и различия этих народов, давайте поближе с ними познакомимся. Ненцы – хранители Севера. Устаревшее название ненцев – самоеды или юраки. Представителей этого народа насчитывается не более 45 тысяч человек. Только представьте, как это мало по сравнению со всем населением нашей страны. Отчасти поэтому государство бережно относится к культуре и традициям ненцев, охраняя их. Но постепенно их численность растет. Например, за последние 100 лет она увеличилась вдвое. Эти представители Севера с самого начала своей истории являются кочевниками-оленеводами. Олени играют огромную роль в их жизни. Разделить ненцев можно на две основные группы. Первая – европейская, представители которой встречаются в Ненецком автономном округе и Архангельской области. Вторая – сибирские, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области и Долгано-Ненецком, Таймырском муниципальном районе Красноярского края. При этом небольшие группы населяют Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманскую и Архангельскую области, а также республику Коми. Основными занятиями ненцев являются оленеводство, охота и рыбная ловля. Олени всегда сопровождали этот народ. У ненцев очень трепетное отношение к этим животным, а особенно к вожакам стада. Им может стать лучший олень, которого отбирают по внешнему виду и размерам. Он никогда не будет запряжен в упряжку. Самый красивый олень даже называется по-особенному – меноруй. Конечно, оленеводство не обходится и без ненецкой лайки. В связи с непростыми природными условиями жизни одежда для ненцев играет важную роль в обыденной деятельности и представляет собой большую ценность. Популярна у представителей этого народа малица. Это меховая рубаха, к которой пришиваются капюшон и рукавицы, открытым остается только лицо. Женская одежда несколько более сложна. У прекрасного пола популярна распашная шуба, оттороченная красивым мехом, которая получила название ягушка. Под словом «дом» мы привыкли представлять либо квартиру в многоэтажном здании, либо отдельно стоящий коттедж. Ненцы отличаются и в этом понимании. Для них дом – это чум. Такая постройка возводится не просто в форме конуса. В самом верху она имеет специальное отверстие для выхода наружу дыма от очага. Раньше по размерам чума могли судить, богатая семья или нет. Чем больше и просторнее было жилище, тем обеспеченнее считалась семья. У ненцев особое отношение и к пространству внутри чума.
Каждый предмет там расположен строго на своем месте и имеет определенное значение. Чаще всего в центре такого дома ставится шест. Испокон веков он считался священным. Есть у него и бытовое значение. По шесту от очага поднимается дым. Как правило, за ним располагается место, куда дозволено наступать только мужчинам. А вот детям и женщинам дороги нет. Там расположен священный ларь, где хранятся духи-покровители очага, рода и семьи. Это своеобразная сокровищница, где также находятся семейные сбережения, оружие и реликвии. К ним может прикасаться только глава семьи. Место женщины расположено у входа. Там хозяйка занимается всеми домашними хлопотами. Говорить о том, какие табу существуют в жизни ненецкой женщины, можно долго. Но мы уже позаботились о том, чтобы вы могли проникнуться жизнью этого коренного народа более детально. Обо всех запретах в жизни ненок читайте в нашем материале по ссылке. Ханты – союзники природы. Еще одним коренным народом севера являются ханты. Этот народ немногочисленный, но свято чтит собственные обычаи и традиции и смог сохранить их до нашего времени. Всего насчитывается около 35 тысяч представителей этой народности. Нетрудно догадаться, что большая их часть проживает на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Встречаются ханты и на Ямале, а также на территории Тюменской области. Незначительная часть рассеяна по Томской области, в Казахстане и на Украине. Среди традиционных занятий народа ханты можно выделить рыбную ловлю, охоту и оленеводство. Их религией является шаманизм, но в последнее время все больше представителей этого народа относят себя к православным христианам. Откуда же произошли ханты? Сегодня принято считать, что этот народ появился в результате смешения коренных угорских племен с древними уральскими народами. Также известно, что ханты издревле занимались разведением и содержанием животных. Немало внимания уделялось развитию сельского хозяйства. Интересно, что оленеводство получило активное развитие среди народа ханты лишь после влияния культуры ненцев. Промыслы зависят от территории, на которой проживают представители этого этноса. Например, на заснеженной территории популярностью пользуется упряжное собаководство и оленеводство. А вот южане отдают предпочтение разведению рогатого скота и земледелию. Передвигаются ханты на оленях, как и ненцы. С помощью этих животных перевозятся чумы и вещи. Что же касается одежды, то для ее создания главным образом использовались шкуры животных – оленей, собак и диких зверей. Кроме того, южные ханты выращивали лен и даже коноплю, из которых делали ткани для шитья рубах и штанов. В основном ханты носят длинные туники с капюшоном и мехом внутри. Самое интересное, что при сшивании используются сухожильные нитки. Конечно, сегодня мастерицы в городах вряд ли прибегают к такому ресурсу, а вот отделывают ханты свои наряды всевозможными дарами природы, от беличьих хвостиков до ушек. Причем женские парки отделываются богаче, хотя внешне не сильно отличаются от мужских. На ногах представители этого этноса носят кисы или унты, под которые надеваются вязаные носки из шерсти. Кисы шьются мехом наружу, а унты – внутрь. Первые, кстати, отделаны богаче. Народные праздники у народа ханты связаны с животными, которым они поклонялись. Например, весной отмечается Вороний день. Это праздник тепла, о котором, как считается в народе, возвещают эти птицы, ведь они первыми прилетают на север. В мае ханты отмечают праздник Водяного царя. Это день после вскрытия рек, когда начинается ледоход. Летом отмечается день Обласа – лодки, сделанной путем выдалбливания из куска дерева. Управлять ей крайне сложно, для этого необходим опыт и умение. Мужчины нередко устраивают гонки на этих лодках. А вот особенным днем для ханты считается медвежий праздник.
Этого зверя в народе восхваляют как сильного и ловкого. В этот день исполняется ритуальный танец со стрелами. И, конечно, современные ханты отмечают День оленевода. Он празднуется в марте, когда охотничий сезон подходит к концу. В этот день проводятся соревнования, конкурсы и танцы. Общение и обмен новостями. Коренных народов на Ямале не так много, но практически все они чтят свои традиции и бережно относятся к ним. Но все народы Севера, казалось бы, так далеко расселены друг от друга, а общаются ли они? Конечно. Например, 2 августа коренные народы Ямала отмечают совместный праздник – День середины лета. Несмотря на то, что у каждого этноса он называется по-своему. Например, у народа Ханты – Лункутапхатл, у ненцев – Таэр-Яля. Но суть празднования одна. По национальным поверьям, именно 2 августа заканчивается светлая часть года и теплое время. После этого природа как бы переходит на темную или холодную сторону. Обязательно в этот день оленеводы из разных стойбищ посещают священные места на Ямале. Туда приходят старейшины, чтобы принести дары богам и духам природы. Народы просят о том, чтобы грядущая зима была благополучной и благосклонной как к оленеводам, так и к рыбакам. На таких праздниках проводятся народные забавы и соревнования по национальным видам спорта. Например, по метанию тензяна на хорей, набрасывание аркана на палку, которая имитирует оленьи рога. Также прыгают через нарты, перетягивают палку, состязаются в национальной борьбе. В этот день люди общаются, обмениваются новостями. Перед тем, как уйти со священного места, они бросают монетки под дерево или завязывают на ветвях разноцветные ленточки. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии, а также подпишитесь на канал Ямал Регион, чтобы не пропустить следующие выпуски. Все материалы к этому видео взяты из открытых источников.